выбрался я снова на рыбалку. У нас сегодня уже 22 ноября. Пошел первый снег. Красота на улице. Сейчас уже ветер небольшой присутствует. Температура около нуля что-то. Ну, может, небольшой минус. И то, наверное, нету, судя по снегу. Ну, в общем, здорово. Ну что, будешь ты у нас сегодня клевать? Так, была поклевка. Под самым бережком тут. Сейчас попробуем повторить. На втором забросе поклевочка. Так далеко не будем. Так, ну второй раз не захотел клевать. Но подолгу на одном месте стоять не буду. Хоть там и поклевка была. Но на 34-й заброс ничего не случилось. Идем дальше. Тут равномеркой только. Чуть-чуть над коряшками. Потому что джигом обязательно зацепишься. По-моему, я уже... Так. Да. Не успел начать рыбачить, как уже надо будет перевязываться. Цепился, кажется. Придется отрываться. Все. Эх, печально. Ну ладно, ничего не сделаешь. Давно я тут не обрывался. Так, ну надо вот головку мне поменять. 10-граммовую тут поставить. С этой приманки сниму, на то одену. Поэтому я думаю, я оснащаюсь. Это гораздо удобнее, чем потом только вот в походных условиях тут на картах сидеть. Ну, как бы, тоже дело привычки. Так, шестерка тут совсем мало будет сейчас. Ну, вот десятка в самый раз. Так, порядок. Порядок, немножко другая цветка рака, но я думаю, у нее тоже должно клевать прекрасно. Все-таки немножко на тюльпане лед намерзает. Значит, все-таки где-то ниже нуля температурка.
Да, прям хлопьями повалил. Такой шикарный снег. Прям зима-зима. А вода еще открытая. И можно ловить на спиннинг. Такого не часто бывает у нас. Красивая погода. Ну, повалил, конечно. Еще и часа не прошло, вон все в снегу. Да, как буду выбираться на велосипеде-то не знаю. Но красиво. Прям как в сказке идешь. Все в снегу, красота. Вот и такая рыба не клюет в этой сказке. А должна ведь. В сказках-то обычно всегда Емеля там щуку тягает ведром из пруда. А я тут на спиннинг поймать не могу. Ну, а то она и сказка. Что за цеп очередной? Не надо больше отрываться, не хочу перевязываться. В таких условиях не очень это делать. Так. Крючок-то и не вышел. Да. Снежку нападало. Однако. Так, сюда не пойду, пойду сразу туда, на угол. Сюда я хотел зайти. В коряжник в этот. Попробовать. Нет, это не лето. Никто не хочет отсюда выпрыгивать, как летом. Так, тут нора где-то. Не провалиться бы. Ну ё-моё. Что, сеть, что ли? Да ебану мать вашу. А, задолбали. Ставят, даже потом ее не убирают. О. Ну, конь стух тут. Вот так вот свою приманку и заберу. Так, порвалась где? На узле.
Так. Снежок идет, а мы ловим. Пытаемся, по крайней мере. Пока что ничего не клюет, конечно. Одна поклевка на втором забросе была, и все. Больше ничего. Ну-ка здесь попробуем. Забрасывать не очень удобно. Ну ничего. Ну вот, к слову о сетях, да? Ну хочется тебе эти сети поставить. Запрещено же. Но в крайнем случае кружки, в конце концов. Малька налови. Кружки поставь, кружки. 10, по-моему, штук у нас на человека разрешено, пожалуйста. Мне кажется, и то результат будет лучше, чем с этой сетью в углу залива. Одного окуня. Сколько он тут уже давно побелел, этот окунь. Это значит, что не один день эта сеть стоит. Сейчас не жарко, окунь бы в сети, мне кажется, долго выжил. Это значит, уже несколько дней она стоит. За эти несколько дней на кружках, мне кажется, больше результат был бы на малька. И все, и никакого нарушения закона. Да уж, экстремальный спиннинг. В принципе, неплохо по погоде. Только руки от того, что сырые, стынут. Остальное уже ничего. Сейчас еще пройдусь немножко и согреюсь. Ну что, клюет пока не особо, зато погода какая шикарная. Ради одной такой погоды только стоит выбираться на рыбалку. Ну, может, и рыба еще вклюнет. Ловлю я только пару часов еще. Еще, я думаю, моя рыба впереди. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Ладно, пойду еще дальше. Пройдусь, что-то дословлю, я думаю. Ну вот, сюда-то я в заброд лазил. Сейчас что-то у меня большого желания нету туда лезть. Как-то прохладно, что ли. Ну, может, и залезу, сейчас попробую. Да, мне кажется, что просто рыба уже у берегов-то и не стоит. Чтоб лезть туда и обкидывать вдоль берега. Ну что, пойду, выйду на речку, посмотрю, покидаю там. Что-то на заливе ничего. Вообще, посмотрю там, несколько точек пробросаю. Потом, в крайнем случае, вернусь сюда же. И буду тут уже долавливать. Может, что-то здесь ловлю. Водичка. Так, и что я сразу там не сделал? Ну ладно. Водичка тепленькая. Еще.
Или уже холодная. Ну вот, плюс такого мокрого тяжелого снега в том, что он, конечно, всю травку к земле прижимает. Берега немножко очищаются. Больше мест подходов. Да и ходить уже становится, просто перемещаться где-то по берегу уже легче. Травку обкладывает, этот снег к земле прижимает. По прогнозу у нас минусовые температуры еще не скоро, такие, чтобы лед стал, я думаю, где-то декабрь, январь, и то там на неделю, если. Потому как только ночью плюс, ну минус. О, был выход щучки небольшой под бережком. Не успела она. На ветку, что ли? Ну нет. Так вот, минус у нас еще не скоро такой, прям, чтоб воду закрыло льдом. Так что я думаю, еще половлю. Ну, у нас, в принципе, так встает лед. А на реку все равно где-то забросить можно. Прям я не помню. Ну, наверное, в том году где-то с недели 3 лед постоял. Я на лед не выходил, в это время занимался домашними делами. Даже в этом году как-то думал что-то по оснастке зимней. Там катушку бы неплохо обновить, прикупить. Но не вижу целесообразности ради недели мороза и того не сильно надежного льда, чтобы тратиться и выходить покупать все это. Подождем, обождем это время, а потом опять будем ловить спиннингом. Что сделаешь, если у нас такие условия ловли? Ну вот щучка тут выходила, да? Но не крупная там такая. Я, по-моему, щучка. Если я правильно разглядел. Конечно, в подледной рыбалке тоже свой азарт имеется. Я бы с удовольствием сходил, тем более я люблю зимние такие пейзажи. Зимнюю реку, лед. Но вот у нас нету такого надежного льда, чтобы можно было выйти с буром, набурить лунок, побросать балансир. Как-то вот станет он на неделю. И смысл всех этих телодвижений — собираться, перестраиваться со спиннинга на ту же мышку или блесну, балансир. Проще это время обождать. Работа в доме всегда имеется. Где-то чем-то заняться другим, а потом опять продолжить на спиннинг ловить. Если бы, конечно, была такая сибирская зима, несколько месяцев со льдом, лед на шнекбура, тогда и дело другое.
тоже думал бы, как эти месяца без рыбалки-то проводить. Тогда, конечно бы, пошел бы на речку, взял бы бур, набурил, наловил или не наловил. В любом случае пытался бы что-то делать. А так, поскольку у нас лед встает ненадолго, если и встает, как я уже сказал, то лучше это время переждать. Так, ну вот тут еще пару забросов сделаю по традиции. Кто-то там подсел так. Я тут не достану. Тут трава. Сюда есть. За ним надо лезть. Неплохой судак. Попался. Сидит плохо. О! Хороший судак. Такого возьмем. Отлично. Все-таки они в это время приходят сюда. Ну какой. Ну вот такого судачка удалось поймать. Такой с виду грамм 900, наверное, будет. Так, вот 0. И... ну да, кило 600. Кило 60, вернее. Ну, кило. С килограммчик судачок неплохой. Пойдет. Неплохой улов. Что ж, буду продолжать дальше. В этом месте уже не первый раз у меня клюют такие неплохие судаки. И именно в эту пору года они как будто сюда приходят. Ладно, буду продолжать. Но без удара. Что не очень радует, то что без удара. Обычно судак хорошо лупит, а этот так подвис и все. Ну, хорошо, что крючок острый, новый. Я-то его даже не пробил, поскольку не подсекал как следует. Но крючок острый, он все равно зацепился. И мой запас хорошо. Хорошо. Так, попробуем пробовать еще. Но он больше что-то не хочет. Или я их распугал, или они сместились. Но маловероятно, что сместились. Они тут обычно к чему-то привязаны. Там вон ямка. И тут твердое дно. Все как судак любит. И вот они тут стоят. Еще имеет смысл приманку поменять. Все-таки рак это не такая уже и судаковая приманка. Поставить что-то слагообразное. Тяжелее. С другой стороны, проводка у меня была такая не сильно агрессивная, не судаковая. Он подвис. Наверное, не активный. Попробую еще погонять рака такой не агрессивной проводкой. Без подрывов судаковых. Может еще возьмет. Так, ну покидав еще рака этого, больше поклевок
не было. Думаю, сейчас его поменяю на такую более судаковую приманку. Поставлю на двойнике вот этого. Он и потяжелее. Судак, как известно, перегруз любит. Тут у меня 14 грамм. Попробую. Хотя вот этот взял без тычка. Так, повис. Видно, на паузе заглотил его, еле преследуя, что я даже не ощутил. Потом на подмотке понял, что там рыба сидит. Подсек, но не сильно. Хорошо, что он не сошел. Крючок новый, острый. Впился ему там в челюсть и не дал сойти. Так, все отлично. Забросим. Посмотрим. Ну вот, 14 грамм это уже тест этой удочки. Все, что хочешь, она отыгрывает, слышит, слышно. На 10 еще кое-где невнятно. 14 превосходно на ней слышно и видно. Но тем не менее я ловлю 8-10 грамм на ней без каких-либо проблем. Но вот снегопад прекратился, и рыба не клюет. Сделал я, наверное, уже забросов 15. Ничего не отзывается. Сейчас попробую еще уменьшить приманку. Повторить десяток забросов. Ну, если уже и тогда ничего, то пойду дальше. Поскольку смысла не имеет тут задерживаться. Возможно, этот судак был одиночный, а может и сместился, если даже и стайка какая-то была. Вот и снег прекратился, и ветер перестал. Вообще благодать. Клёва нету клёва. Одна поклевка была у меня, наверное, окуня на заливе, и тут вот подвисание этого судака вяленькое, без поклевки. Ну что ты сделаешь, парагона такая. Активность у рыбы все ниже и ниже. Хорошо хоть так. Уже 4 часа. Через час и темнеть начнет. Ну, сейчас прогуляюсь в одно место там, где у меня есть предположение, что можно щучку взять. Да и буду к дому двигать. День зимний короткий. Хотя еще не зима, поздняя осень. Но все же березка одна выделяется на фоне. Желтенькая стоит, еще листья не успела сбросить.
Да, вот такой сегодня получился зимний спиннинг. Одного неплохого судака я взял. И на этом все. Да, активность рыбы значительно упала. Кидаешь не тычка, а не поклевочки. Будто она тут вся вымерла. Ну ничего. Будут еще рыбалки. Будем еще ловить. Так, ну вот уже 5:30 вечера. Хорошо бы уже мне домой двигать, потому что скоро совсем стемнеет. Но посетила меня такая шальная мысль сходить на ту точку, где я судака поймал, еще раз ее проверить. Ну что-то не дает мне покоя, что он там один, не может такого быть. Я думаю, стайка там какая-то должна стоять. Возможно, я их распугала. Сейчас они, как известно, в сумерках судак и питаться охотнее не любит. Ну, это по-разному, конечно, бывает. Но, по крайней мере, у него очень часто бывает, что клев именно в сумерках активируется. Ну вот поэтому решил пройтись. Сейчас там побросаю с десяток забросов. Если тихо, глухо, то уже пойду на выход и поеду домой. Ну вот интересная, да, особенность этого места. В том году я именно в этом месте, примерно в это же число, 15 ноября, сейчас сегодня 22 ноября, ну с расхождением неделю, да, год и неделя, словил 2 судаков примерно в это же время. И сегодня одного поймал. При этом в течение года периодически я сюда захаживаю, бросаю, и ничего. Такое ощущение, как будто это особенность именно этой поры года. Ну вот, как итог, и эта точка ничего не дала под конец дня. Таким образом, результат сегодняшней рыбалки: один неплохой судак весом в 1 килограмм. Он-то со мной и поедет домой.